Глава Минтруда Антон Котяков. На правительственном часе в Госдуме заявил, что в ближайшие 6 лет на рынке труда страны образуется дефицит, а численность населения сократится. И это еще не все. Согласно разработанной в его ведомстве новой демографической стратегии, замещать коренное государствообразующее население будут мигранты. Без мигрантов получается никак. В Госдуме ему устроили публичную порку, но господин Котяков не единственный, кто считает, что спасти Россию могут только мигранты. Об этом и поговорим в нашем выпуске. Горячие рассуждения депутатов о том, как привлечь молодежь на заводы и поднять престиж колледжей и техникумов, по сути превратился в публичную порку представителей профильных министерств. Основной удар на себя принял Антон Котяков. Министр Котяков, надо отдать ему должное, представил очень обстоятельный доклад. Он рассказал, в частности, о том, как все плохо с подготовкой кадров для экономики страны. По его словам, до 2030 года на рынке труда возникнет дефицит порядка 2,5 миллионов человек. К тому же сроку численность самого работоспособного населения в возрасте 30-39 лет снизится на 8 миллионов человек, а прирост в категории 15-24 лет составит всего 3 миллиона. Поэтому, по мнению Антона Котякова, перекрыть недостаток придется ресурсами внутреннего рынка труда за счет переобучения, повышения квалификации и так далее. Иными словами, прозвучали лишь прогнозы и констатация фактов. Рождаемость на спаде, а потребность в рабочей силе растет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин между тем поинтересовался у Котякова, какие, собственно, у него имеются предложения по решению текущих проблем у Минтруда. Понятно, статистика тоже важна, и мы должны ее в основе принимаемых решений учитывать. Но нам хотелось бы от вас услышать. Вы пришли с предложениями, а ушли с решениями. Или ваши предложения мы дальше, уже как рекомендации, передаем правительству и регионам. Глава Минтруда назвал действующим инструментом решения проблемы перекоса в подготовке кадров и потребностях экономики систему мониторинга и прогнозирования, на основе которых в будущем будут приниматься решения по выравниванию ситуации. Все сводилось к тому, что приток квалифицированных кадров на рынок труда за последние 5 лет упал на 12,5%, а выход в замещении сложившегося недостатка рабочей силы мигрантами. Дефицит огромный. Или вы опять скажете, нам надо открыть двери для мигрантов? Это вы, тот человек, который занимается привлечением мигрантов на рабочие места, и люди должны знать своих героев. Вы – тот человек, который определяете перечень профессий. Вы берете и говорите, у нас не хватает врачей, учителей, воспитателей, приезжайте из-за границы. Каждое решение, каждый закон должен иметь свою фамилию. Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии – Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан? Примечательно, что еще месяц назад Володин поручил пригласить в Нижнюю палату парламента Котякова, чтобы он обосновал список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в России в упрощенном порядке. В правительственный час он несколько раз повторил тезис о том, что гастарбайтерами кадровый голод не утолить, и упорно требовал от министра конкретных способов покрыть дефицит рабочих. Котяков же не сдавался и повторял свой доклад, оговариваясь, что дополнительного ресурса в человеческом капитале у нас нет. Вы министр, мы вас назначали. Берите и предлагайте инструментарий. Мы были на заводе недавно, дефицит огромный. Или вы опять скажете, нам надо открыть двери для мигрантов, добавил Володин. Спикер Госдумы буквально вышел из себя, поскольку Минтруд вместо вариантов решения проблем принес на заседание свои прогнозы. В сфере среднего профобучения коммерциализация сплошная. Половина специалистов получают профессию платно, хотя мировой опыт иной. Без прогноза не перестроишь систему образования. Не сдавался Котяков, который выглядел заметно раззадоренным уколами от Володина. В итоге спикер Госдумы позже выдержал и сам внес конкретное предложение – сделать федеральный проект по ремонту колледжей и техникумов по аналогии со школами. Наставничество, по его словам, должно быть подкреплено зарплатой, чтобы профессиональный рабочий мог перейти в колледж, работать с ребятами, которые хотят получить высококвалифицированную рабочую профессию, например, крановщика. Вопросы, разумеется, важные, но они требуют финансирования. А вот есть ли оно, на заседании не обсудили.
Но стоит ли от чиновников, таких как Антон Котяков, ждать чего-то иного? Ведь от него, по всей видимости, мало что зависит в миграционной политике. Давайте послушаем мнение других людей. Спасти Россию могут только мигранты. Мы это 100 раз слышали и слышим вновь. Вот и весьма авторитетный и влиятельный человек, глава ВТБ Андрей Костин, на пленарном заседании 9-го Международного форума финансового университета заявил, что нехватка кадров в России катастрофическая. Нет рабочих рук. Далее прямая речь. У нас, кстати, лихо так по иммигрантам стали бить. Ребята, но без иммигрантов у нас экономика сегодня дышать не будет, нам эту тему все равно решать надо. Конечно, легко их выгнать на самом деле, но работать-то надо кому-то. Андрей Костин действительно поднял важную тему – проблемы с рабочей силой в нашей стране. Однако его аргументы кажутся неполными, так как он не объясняет, что именно послужило причиной такой нехватки работников. Почему же Россия действительно осталась без людей труда? И кому сейчас эти рабочие руки нужны? Во-первых, стоит обратить внимание на роль бизнес-элит и чиновников. Именно они, действуя сообща, фактически ликвидировали рабочие места для местного населения как на уровне смыслов, так и на практике. В информационном поле активно продвигался нарратив о том, что русские не хотят работать. На практике же людям предлагали низкие зарплаты, а хорошие позиции часто занимали протеже чиновников. Что в результате? В страну массово начали завозить мигрантов, которые работали за небольшие деньги. Со временем приезжие осознали свои возможности и начали укреплять свои позиции в России, утверждая: «Мы здесь власть и хозяева». Список преступлений и проступков мигрантов огромен. Позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями, якобы для снижения общественной напряженности, ведет к обратному, к социальному недовольству и является значительной угрозой русскому миру, подчеркнул глава Русской Православной Церкви на пленуме Всемирного Русского Народного Собора. Ответственны ли мигранты за случившееся? В некоторой степени да, но основная вина лежит на финансовых воротилах и бизнесменах, которые ради своей прибыли использовали труд мигрантов. Они обогащались, ничем не рискуя. У этих людей своя сытая жизнь за высокими заборами и под охраной. Им комфортно и безопасно. А кто страдает? Обычные люди, которые сталкиваются с агрессивными мигрантами в реальной жизни. Олигархи не хотят менять систему, потому что не намерены терять огромные прибыли. Им все равно, кто принесет деньги, мигранты или местные. Пусть те конфликтуют между собой. Главное, чтобы работали упорно. Так они размышляют. Это не забота о населении, это эксплуатация территории и, соответственно, населения. Решать надо ситуацию сперва не с мигрантами, хотя и с ними действовать параллельно. Решать в первую очередь нужно с теми, кто выстроил систему, в которой человек – никто. Вернемся, однако, к новой демографической стратегии России, которая, как получается, на деле является ее стратегией вымирания. А факты такие. Миграционный прирост в Россию, согласно выводам стратегии, подготовленной в стенах Минтруда, компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. И на ближайшие 12 лет, по мнению авторов этого труда, миграционный прирост будет являться важным фактором сокращения убыли населения, что требует особого внимания к вопросам языковой и культурной адаптации мигрантов. Что в итоге? Скажем, вырастет население России до 160 миллионов. Но сколько из них будет русскими, представителями государствообразующего народа? Зачем нам Россия, если в ней не будет русских? Впрочем, авторов новой стратегии, кажется, это не заботит. Иначе как объяснить появление в этом проекте раздела содействия реализации государственной миграционной политики Российской Федерации по социальной адаптации мигрантов? Иными словами, повышать демографию в России предстоит за счет адаптации детей-мигрантов к нашим реалиям. Новые россияне вырастут и создадут семьи, а также с помощью приобретения готовых ячеек общества под ключ, расселение гастарбайтеров на постоянное место жительства в России, куда те смогут перевозить или создавать свои семьи и рожать детей. Вот, в общем-то, и все. А зачем нам нужен такой министр труда? На заявление председателя Госдумы в контексте предложенной его ведомством демографической стратегии обратил внимание Константин Малафеев. Котяков ничего не делает, Вячеслав Викторович и не будет делать. Его министерство подготовило и представило в правительство новую стратегию действий по реализации семейной и демографической политики,
поддержки многодетности до 2036 года. Эта стратегия ставит своей целью достижение суммарного коэффициента рождаемости к 30 году в 1,6, а к 36-му аж в 1,8. Иными словами, продолжает Малафеев, базовый в области народосбережения документ государственного планирования, по мнению министра Котякова, предполагает вымирание русского народа. Кстати, сам русский народ в стратегии вообще не упоминается. Зато упоминаются мигранты, коими предлагается компенсировать убыль населения России. Уважаемый Вячеслав Викторович, вы правильно обратили внимание на профессиональную непригодность Гена Котякова. Обратите, пожалуйста, на этот факт также внимание председателя правительства и президента. На государственном уровне стратегия демографического развития, предполагающая наше вымирание как базовую цель, не должна быть принята. Стратегия должна быть переписана и дополнена реальными мерами, которые приведут к росту, а не убыли русского народа. Если нынешнее руководство Минтруда не способно справиться с этой задачей, то у нас должно быть другое руководство, профпригодное, резюмировал Малафеев. Да, у каждого провала в любом стратегическом направлении развития России есть свое имя. И в экономике, и в военной сфере, и в демографии. И за каждое действие тот, кто как минимум предлагает какие-то шаги, которые в дальнейшем, в качестве проектов и планов, ложатся на стол главы государства, ответственный человек должен и обязан нести персональную ответственность. В данном случае речь идет о министре труда и соцразвития страны. Но надо отдавать себе отчет, чем грозят их предложения, проекты и планы. Если эти действия ведут к вымиранию, гибели России и самоидентичности, если угодно, государствообразующего народа, то в чем смысл и роль этого самого главы ведомства? В чьих интересах он работает? А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!